Сразу предупреждаю, сегодня про неинтересное, про Россию. Конечно, не зарекаюсь не вспоминать про коллективный Запад или про страны, входящие в его состав. Но не потому, что мне интересно разбираться в коллективной Анне Ленне Макроновне фон дер Трамп, а по совершенно прагматичным причинам. Нам важно уметь анализировать ситуацию, которая там складывается в энергетической отрасли. Важно понимать причины, по которым ситуация вот такая, а не иная. Умные учатся на чужих ошибках, а удачные практики нужно уметь применять у себя. России на пользу, разумеется. Лейтмотив передачи все тот же. Если мы действительно хотим, чтобы в строящемся многополярном мире Россия была не периферией, а одним из полюсов, у нас впереди море разливанной работы. Если мы хотим, чтобы у России были не только сиюминутные попутчики, но и настоящие союзники, времени у нас для этого не так, чтобы много. При этом уж, простите, ни в какую эфемерную дружбу народов я по старости лет верить не хочу, отказываюсь. Мир, в котором мы живем, циничен. Взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество возможно. Пренебрежительное отношение к собственным интересам ради интересов дружеского государства нет. Пример Штатов и Европы просьба не приводить. Это классический тандем сюзерена и вассалов. Проистекающее следствие очевидно. Никто, нигде, ни в одном уголке планеты словам не верит. Верит только делам. Наши многоуважаемые политики могут произносить миллионы слов о том, что Россия симпатична многим, что с нами рады сотрудничать. Вот только надо помнить, что слово «сотрудничество» имеет достаточно много значений. Заходя за продуктами в магазин, мы вон с продавцами сотрудничаем. Минут так 10, если корзинка полная. А выходя за дверь торгового заведения, мгновенно об этом забываем. Торговля – это всегда кратковременное сотрудничество, даже если речь идет о неких долгосрочных контрактах. Долгий срок торговли – это лет так 10. В выдающихся единичных случаях 20. Государства живут чуточку дольше. Поэтому реальное сотрудничество между ними – это нечто иное. Научные и промышленные проекты, образовательные, культурные проекты, длящиеся десятилетиями. Про культуру с образованием я как парнокопытная в цитрусовых. Про науку с промышленностью ходят слухи, что знаю. Вот о них и предлагаю задуматься. Уже говорил, но буду повторять и впредь. Причина, по которой никакие дурные идеи об экономической изоляции России не проходили, не проходят и не будут проходить. То, что наша страна поставляет на мировой рынок, то, без чего само существование наших торговых партнеров невозможно. Речь об энергетических ресурсах и продуктах питания. Страны, у которых нет месторождений или у которых запасы невелики, и страны, где с сельским хозяйством не ахти, будут продолжать торговать с Россией. Но чистая торговля энергоресурсами в режиме миллиарда кубометров и миллионы тонн – это слишком хрупко, что всем сомневающимся убедительно доказали отношения России и Евросоюза последних лет. Только исключительно нефть, газ и уголь, при этом все технологии их использования европейские. И именно это стало причиной того, что с этого рынка, который мы для себя растили, холили и лелеяли с 70-х годов прошлого века, нас удалили после соответствующего окрика заокеанского сюзерена. Судьба этого рынка после разрыва энергетических связей с Россией – это личная проблема стран-участниц, их личный выбор. Даже в том крайнем гипотетическом случае, если поставки российских энергоресурсов возобновятся, европейский рынок уже не будет рассматриваться как что-то хоть маломальски перспективное. Только краткосрочные контракты, ничего более. Есть деньги – платите. Но оптимально, если эти ваши деньги будут сразу превращены в те или иные товары или технологии, востребованные на внутрироссийском рынке, или сразу в наши российские рубли. Нет там перспектив для России. В лучшем случае могут вернуться или восстановиться торговые связи и партнеры, не более того. Исключениями пока остаются страны Восточной Европы и Финляндии, где продолжают работать атомные электростанции, построенные в советские времена. И отдельно Венгрия, где в этом году стартует строительство атомной электростанции ПАКШ-2. Атомную энергетику можно считать неперерезанной пуповиной, наличие которой объясняется глобальным преимуществом наших отечественных атомных технологий. Не хвастовства ради, а примера для. Есть преимущества в технологиях, есть промышленные связи. Нет газовых и угольных электростанций, нет электрических распределительных сетей по российским технологиям, нет промышленных связей. Второй по значимости момент. Так уж исторически сложилось, что численность населения нашей с вами страны в сравнении с ее площадью никогда большой не казалась. Так уж исторически сложилось, что еще ни разу в нашей истории ни один правитель-руководитель не провозглашал: «Русские всего мира, Родина ждет вас».
Я не историк ни разу, не специалист в области демографии. Уверен на 146%, что у нас точно есть кому сказать об этом веские слова, которые с интересом прочитаю, прослушаю, но не более того. В задачках по физике, если припомнить, всегда есть раздел «дано». Вот персонально для меня эта ситуация с катастрофической нехваткой населения именно «дано». Изменится этот показатель, буду думать. А пока, к огромному моему сожалению, условия именно таковы, каковы есть. Проблема 80 на 20, 20 на 80, то есть 80% населения на 20% территории от Урала до западных границ и 20% населения на 80% территории от Урала до Тихого океана – это данность, которой, в общем-то, можно даже и порадоваться, поскольку до 1917 года за Уралом проживало не более 10% населения РСФСР. Соответственно, необходимый разворот России на восток, о котором высказался президент страны весной 2022 года, глобальный вызов, который нам необходимо достойно принять, к которому нужно готовиться на том уровне развития технологий, который у нас имеется, который у нас стал выше в постсоветское время. Это я намекаю на то, что строительство промышленных зданий, жилья, автомобильных дорог мы технологически способны осуществлять на совершенно другом уровне, чем в середине прошлого века. Не хватает, как бы это помягче выразиться, организационных навыков. Это я сейчас прямо придумал, чтобы не поцарапать нежные уши словами «политическая воля». Освоение России – это вызов нашему с вами истеблишменту, привыкшему опираться на учебник «Экономикс» и прочие либерально-экономические постулаты. Они к России не прикладываются. Нет и быть не может никакого чужого опыта. Никто и никогда на планете не решал подобных задач со времен освоения Дикого Запада не менее дикими американскими ковбоями с их дикими методами. У нас имеется только наш собственный опыт, созданный в советское время, имя которому теория промышленных энергетических циклов, воплощением которого стала практика территориально-производственных комплексов, ТПК. Это, простите за французские, не тупорылое ожидание каких-то закордонных сферических инвесторов в вакууме, которые, роняя тапки и волосы назад, понесутся в наши неосвоенные просторы, дабы с небывалым энтузиазмом строить здесь дороги, шахты, разрезы, города, поселки, фабрики. Розовые сны финансово-экономического блока правительства могут продолжаться сколько угодно. Но, на мой взгляд, такой подход к делу не более чем наглядное свидетельство отсутствия желания работать. Попытки не отказываться от стиля «А что скажет Марья Ивановна?». Заморская Марья Ивановна, сочинившая идеологию либеральной экономики, якутской тайги ни разу не видела, на вулканы Камчатки не взбиралась, горную тундру от леса тундры отличать не умеет. Вот ведь беда какая. Но нет учебника, в котором написаны рецепты освоения территории такой площади с таким непростым климатом. Собственные головы включать надо. Ну, если эти головы еще хоть на что-то способны, кроме как рисовать небывалой красоты презентации. ТПК, территориально-производственные комплексы, принципиально отличаются от подхода, который реализуется в Арктике и на Дальнем Востоке в последнее время, который четко описывается предельно лаконичным слоганом «Копай и вези» или «Выкачивай и вези». Наше родное Министерство обороны блестяще реализовало 2 арктических проекта, которые действительно демонстрируют технологии 21 века, а не века минувшего. Это арктический трилистник, гарнизон которого несет службу на земле Франца Иосифа. А это северный клевер на острове Котельного. Оказывается, можно обеспечить возможность работы в максимально защищенном от буйного климата режиме. Климат внутри комплекса зданий искусственный, с набором всевозможных соляриев и прочих бассейнов. И удивляться этому, в общем-то, не приходится. Прогуляйтесь на досуге по молам гипер, ультра и прочих супер-пупер-маркетов. И вы сами все увидите. Поддерживать климат в зданиях площадью несколько гектаров вполне реально. Значит, и жизнь на наших северах можно обеспечить вполне комфортную, если использовать все новые достижения и придумки, которые у нас, если все собрать и систематизировать, вполне достаточно. Но первичная потребность на наших толком не обжитых территориях – это тепло и свет, то есть электроэнергия. Соображение настолько нехитрое, настолько на поверхности находится, что я не уставал удивляться тому, что все наши начальники энергетической отрасли, рассуждающие не о вахтовых поселках, а о постоянных населенных пунктах, говорят не об этом, а о том, насколько же грустно, что Дальневосточный федеральный округ до последнего времени не относился к рыночным ценовым зонам, что регулирование тарифов на электроэнергетику и ее доставку осуществлялось государством.
Рынок электроэнергии на всей огромной территории 13 субъектов Федерации – единственный рецепт, который предлагали и предлагают Министерство энергетики в частности и правительство в целом. Аргументом в пользу такого решения была постоянная из года в год убыточность компании «Росгидро». Государственная, напомню, компания, акции которой распределены между правительством и ВТБ, которая тоже государственная. Да, эту проблему «Росгидро» в одиночку без помощи правительства решить не способна. Нет у нас государственной компании, способной противостоять нашей умнейшей и мудрейшей Федеральной антимонопольной службе – ФАС. Если у кого-то в памяти имеется более абсурдный пример, который я сейчас попробую коротко привести, пишите, поскольку, на мой личный взгляд, это умность вне конкуренции. Первый акт этой комедии абсурда, пожалуй, так называемая реформа угольной отрасли России. Она шла не только под диктовку МВФ, но еще и при финансировании этой чудесной организации. Причем финансирование было проведено настолько ловко, что один из соратников Анатолия Борисовича минувшей осенью присел в следственный изолятор. Модернизация по методикам МВФ – это, разумеется, приватизация, разгосударствление и закрытие всех шахт и разрезов, которые не обеспечивают собственную рентабельность. Вот на закрытие самых старых добывающих предприятий МВФ России деньги и предоставил. А Анатолий Борисович со товарищем мимо пройти никак не мог. И не прошел. Но это отдельная история. Важнее то, что в России насчитывается ровно одна государственная угольная компания, которая, собственно, не добычей угля занята, а демонстрацией нашего присутствия на острове Шпицберген. Весь угольный сектор частный. Присутствие государства – нуль. Под 200 частных компаний. Радость и торжество постулатов либеральной экономики. Напомню, что ситуация с объемами добычи, объемами внутреннего потребления и объемами экспорта угля у нас уже много лет остается практически без изменений. Из 100% добычи половина требуется нам с вами, вторую половину угольные компании вывозят на экспорт. Вот там, где вывозят, у компании «Свобода» подписывает долгосрочные контракты, самостоятельно определять уровень цен, формулы ценообразования, график доставок. Внутри России только и исключительно федеральный закон 44. Никаких долгосрочных договоров, только тендер. Поставки только на один отопительный сезон. Все государственные и муниципальные владельцы котельных, угольных электростанций работают в этих условиях, которые не предусматривают ни стабильности, ни даже возможности планировать бюджеты. Почему? А это, господа и дамы, обеспечивает конкурентность рынка, который является двигателем прогресса. Угольные компании на тендерах конкурируют, обеспечивая конечным потребителям минимальные цены и наилучшие из возможных условий договоров. Если кто-то предлагает слишком высокие цены на свой уголь, его просто не купят. Этот кто-то тут же вложится в свое производство, чтобы снизить себестоимость. А это потребует внедрения прогрессивных технологий. А это... Я и дальше могу шпарить цитаты из «Экономикс». Там на последних страницах вообще белоснежные единороги и феи в воздушных платьицах на них. А в реальности угольные котлы рассчитаны на определенные марки угля. И пресловутая эластичность рынка, высокая цена я не покупаю, пока на вниз не опустится, в случае тепловой и электрической энергии не работает. Что-то с меня много денег стали брать за электричество. Давай-ка я на месяц-другой выключу и без него поживу. Если от кого такую фразу и можно услышать, так, пожалуй, только от передовика производства из штата Федеральной антимонопольной службы. Куда такие деньжища за гигакалории тепла? Не буду я в январе и феврале их в свои батареи пускать. А горячая вода из крана – это вообще пережиток развитого социализма. А еще в нашей реальности, где ни одного единорога нет, бюджеты муниципалитетов роскошью похвастаться не могут. Им еще и какие-то грошки собирать на поддержание тепловой сети надо. Потому и соглашаются на дешевый уголь, от марки которого оборудование котельной в обморок падает, роняя КПД куда-то к нулю. Договор с индийской компанией на поставки угля на 10 лет? Да, пожалуйста. Договор с местными органами власти? Ни-ни. Только тендеры. Каждый сезон. Только хардкор. Кто сказал идиотизм? Я точно не говорил. Если кому-то послышалось, я не виноват. В 2008 году начался второй акт этой комедии. Конечно, я про реформы РАО ЕС, проведенные командой вездесущего Чубайса. В слове «вездесущий» одна буква «С». Я абсолютно корректен. Сети и диспетчеризацию объявили естественной монополией, а вот электростанции погнали на приватизацию. Общая идея из того же учебника «Экономикс».
В энергетику хлынут миллиардные триллионы частных инвестиций. Частники построят 100-500 электростанций, будут зверски конкурировать за конечных потребителей, приплачивая им за каждый киловатт-час, дабы тот покупал электроэнергию именно у него. План реформ был списан с европейского. Что сейчас в той Европе с тарифами за электроэнергию и за ее передачу, видим и даже позволяем себе кто хихикать, а кто громко ржать по этому поводу. Нам повезло, что при попытке пустить на приватизацию атомной электростанции и крупной ГЭС кто-то получил по наглой рыжей морде. Это я, конечно, про животное семейство псовых, про лису. Гидро-ОГК, так называлась Росгидро в 2008 году. Именно этой компании в собственности под управление ушли все гидроэлектростанции в Восточной Сибири и Дальнего Востока. Причем вместе с сетями, в которые никто практически не вкладывался с 1991 года. ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания, является дочерним предприятием Росгидро. А дальше нечто удивительное. Частные инвесторы в электроэнергетику Дальневосточного федерального округа не шли. И все тут. 17 лет назад отток населения из этих регионов был потоком. О развитии промышленности никто думать не думал. То есть потребитель уходил, уезжал, уплывал и даже улетал. Что тут электрифицировать было? Медвежьи берлоги, что ли? Чубайс задумался. У кого есть электростанции на Дальнем Востоке? Росгидро, хмуро, чуя недоброе. Ну, предположим, что у меня. Чубайс. Отлично, великолепно. Забирай себе все остальные, какие там только есть. Росгидро. Понимаешь, Чубайс? Слово «гидро» говорит о том, что я про плотины и водохранилища, а не про газ с углем. Понимаешь? Конечно, понимаю. У вас есть электростанция на Дальнем Востоке. И вы сейчас стали счастливыми. Ведь у вас электростанция только что стала намного больше. Росгидро в своем составе на сегодня имеет гидроэлектростанции, угольные электростанции, геотермальные электростанции, газовые электростанции, дизельные, мазутные. Сама построила солнечные и ветровые. Полный ассортимент за исключением атомных электростанций. И третий акт комедии абсурда. Именно Росгидро стараниями Чубайса и людей из Федеральной антимонопольной службы 1,5 десятка лет закупала уголь по рыночным ценам на тендерах, а киловатт-часы и гигакалории продавала по государствам установленным тарифам. Да разрешите вы уже, фасанутые вы наши, компании Росгидро, подписывать договора на уголь лет на 10 вперед. За гарантированный сбыт можно было бы и приличные скидки выбить. Все полегче стало. Но ФАС не таков. ФАС молодец. ФАС мыслит государственно. А что государству может быть полезнее, чем конкуренция? Кто сказал стабильность, надежность и обеспеченность тепловой и электрической энергетики? Нет таких словей в экономикс. Там только конкуренция, рынок и вот это вот все. А экономикс – это Всевышним данная мудрость. Каждую заповедь надо чтить и руками не трогать. Росгидро работал вот в этих условиях больше 10 лет. Уголь по коммерческой цене, электроэнергия по регулируемым государством тарифам. Логика ФАС проста и незатейлива. Компания государственная, обанкротится, правительство подсуетится, декапитализирует или еще как, она же государственная. Благодаря тому, что какое-то время ГЭС вырабатывали невостребованные объемы электроэнергии и благодаря соглашению с Китаем, Росгидро за счет экспорта, разумеется, через НТРА, нашего государственного монополиста экспортно-импортных операций с электроэнергией, как-то умудрялось сводить концы с концами. Вот только было ли от этого веселее всем планам по развитию региона? Напомню, что далеко не вся территория России охвачена нашей единой энергетической системой. Помимо нее отдельно, не синхронизированно, работает Объединенная энергосистема Востока. Опять же, так исторически сложилось. Проще всего понять причины, если внимательно посмотреть на числа. Объединенная энергосистема Востока – это Амурская и Еврейская автономные области, Приморские и Хабаровские края и юг Якутии. Общая площадь 5898,4 тысячи квадратных километров. Ну, или по-русски 5,9 миллиона квадратных километров. Население здесь, без вахтовых поселков, 6,1 миллиона человек. На 1 января 2025 года, согласно отчету системного оператора, общая установленная мощность Объединенной энергосистемы Востока 11,24 гигаватта. Ближайшая региональная объединенная энергосистема, входящая в состав единой энергосистемы, Сибирская. Перечисляем.
Алтай и Алтайский край, Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, Тыва, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Хакасия. 4,9 миллиона квадратных километров, 19 миллионов человек населения. Общая установленная мощность объединенной энергосистемы Сибири на 1 января этого года 52,5 гигаватта. Если площадь объединенной энергосистемы Сибири и ее установленную мощность брать за единицу, то объединенная энергосистема Востока – это 1,2 территории и 0,21 по энергомощности. Какие уж тут взаимные перетоки, спрашивается. Протяженность линии электропередач класса 110-500 киловольт в Сибири 107,9 тысяч километров. В объединенной энергосистеме Востока 43,7 тысячи километров. Квадратные километры обслуживаемых площадей, еще раз, для запоминания. 4,9 миллиона квадратных километров объединенной энергосистемы Сибири и 5,9 квадратных километров объединенной энергосистемы Востока. Не так давно одним из показателей развития энергосистемы в Европе было соотношение протяженности линии электропередач к обслуживаемой площади. Сейчас почему-то этот коэффициент из статистики Евросоюза тихо исчез. Но отчего бы не использовать этот показатель в данном случае, если это максимально наглядно? 0,22 тысячных километров магистральных сетей на квадратный километр в Сибири и 0,7 тысячных на Дальнем Востоке. То есть сибирские сети в 3 раза плотнее, гуще дальневосточных. И вот на такие территории, по замыслу тех, кто добился отмены государственного регулирования тарифов электроэнергии, со свистом и гиканьем ворвутся частные инвесторы, чтобы в режиме пятилетку за 4 года на 3 станках в 2 смены за одну зарплату строить электростанции. И эта стихийная, то есть рыночная активность тут же приведет к бурному росту социально-экономического развития региона. Много раз повторял и снова скажу. Не имею я никакого отношения к экономическим наукам. Но и вот на такую бодрую фантазию тоже не способен. Давайте просто посмотрим на уровень развития наших европейских регионов. Посмотрим, что там с километрами магистральных ЛЭП на квадратный километр. Помню, конечно, о том, что речь идет именно о магистральных линиях электропередач, то есть с напряжением от 110 киловольт и выше. Это, прежде всего, магистральные сети, связывающие крупные города. Почему системный оператор дает сводки только по таким линиям электропередач? Да потому что в регламенте его работы именно вот такое ограничение снизу. Системный оператор работает с сетями от 110 киловольт и выше. То, что происходит внутри населенных пунктов, как и с линиями электропередач между небольшими поселками и деревнями, системный оператор не регулирует. Так что к этой теме точно придется вернуться. И давайте заодно уж и припомним, как выглядит электроэнергетический комплекс энергосистемы России, который куда обширнее, чем единая энергетическая система ЕС. Процитирую с сайта системного оператора, если вы не против. Электроэнергетический комплекс энергосистемы России состоит из единой энергетической системы России и 5 технологически изолированных территориальных энергосистем Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и Норильско-Таймырской технологически изолированной энергосистемы в Красноярском крае. Красиво прозвучало, надеюсь? Красиво, но есть нюанс. В центральной, восточной и северной районах Якутии, на Чукотке и на Камчатке у нас полным-полно небольших поселков, которые даже на гордое звание технологически изолированных территориальных энергосистем не тянут. И не только там. К примеру, бывшая столица Арктики, Диксон, на карте России есть, а на карте системного оператора отсутствует. Несмотря на то, что вот прямо сейчас Роснефть возводит там морской нефтеналивной порт с плановой мощностью в 100 миллионов тонн транзита ежегодно. С моей стороны, это не тонкий намек, а констатация очевидного факта. Далеко не все наше энергетическое хозяйство находится в поле зрения системного оператора и, следовательно, Министерства энергетики. Тарахтят дизелечки на месторождениях, шипят газиком электростанции Сабетты и месторождение Утреннее на Гыдане, обеспечивая работу СПГ-заводов «Новотека». А в конце прошлого года Роснефть без рекламы и шумихи запустила работающую на попутном газе электростанцию на Таймыре в рамках проекта «Восток-Ойл» мощностью 150 мегаватт. Какие конкретно это электростанции? Какова их совокупная установленная мощность? Сколько и чего обеспечивает теплом и электроэнергией отдаленные гарнизоны Министерства обороны? Сильно сомневаюсь, что хоть какой-то правительственный орган даст точный ответ. Тенденция последних лет – так называемая малая распределенная генерация.
Название попахивает чем-то зеленым, но мы ж не Европа. Зачастую речь идет о малых газовых энергоблоках мощностью до 5 мегаватт. Средний и даже малый бизнес, глядя на стоимость и сроки технического присоединения к большим сетям, не наблюдая никаких гарантий качества электрообеспечения, принимает простое решение. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Почему именно 5 мегаватт в качестве верхней границы? Все, что выше, требует согласования с Россетями, даже в том случае, если собственник такого энергоблока не собирается к этим сетям присоединяться, не намеревается торговать электроэнергией, намеревается вырабатывать ее только для собственных нужд. Полезна вот такая индивидуализация? На мой взгляд, однозначно да. Причем по двум причинам. Первое. Мне известно несколько компаний на нашем юге, которые приобрели блок-станции для собственных нужд еще несколько лет тому назад. Они практически и не в курсе, что минувшим летом имели место быть веерные отключения. Продолжать не буду, дальнейший ход размышлений очевиден. Вторая сторона. У Россети, у крупных энергетических компаний формируется совершенно реальный конкурент, который потенциально способен заставить их работать не только и исключительно для получения прибыли, но и для того, чтобы конечные потребители были довольны качеством их работы. Если вы, уважаемые зрители и слушатели, взглянете на ваши платежки за электроэнергию, вы наверняка найдете упоминание о всевозможных штрафных санкциях и прочих пени. Не так ли? А вот упоминание о том, какую ответственность несут поставщики электроэнергии, ни байта информации нет. Сбой частоты или напряжения – это выход из строя гаджетов, домашней техники, выход из строя компьютерного оборудования. Ответ. Почему вы не поставили себе стабилизаторы частоты без толочи? Напрашивается и встречный ответ. А вы, господа торговцы электроэнергии, в мои обязанности приобретения дополнительного оборудования вбили? Мы задержали платежи на неделю-две. Нам пеня. Энергетики разморозили хранилище продуктов на продовольственных базах, в магазинах и в бытовых холодильниках. Им по барабану. Ладно, это, конечно, отдельная тема, о которой вспоминать не принято. Ответственность поставщиков электроэнергии за качество предлагаемых услуг. Страхование рисков. Это у нас нечто неизвестное, фигура умолчания. Вот приватизация электростанций – это рынок. Ответственность новоявленных владельцев генерирующих объектов, участие в процессе заключения договоров. Да вы что, мы же в России, у нас зима, ветра, опоры линий электропередач падают, провода перехлестываются. Это у нас всегда так было, это наша постоянная ценность и традиция такая. Тут играем, тут не играем, здесь рыбу заворачивали. А конечный потребитель не вымрет, заплатит как миленький. Извините, отвлекся. Возвращаемся к загадочному электроэнергетическому комплексу России. Конкурировать с малой энергетикой на равных крупные энергетические компании и Россети не намерены. Административное давление идет по нарастающей. Вы строите блок-станцию исключительно для собственных нужд? Неважно. Согласовывайте проект с Россетями. Почему? Да потому что. Правда, поскольку иных аргументов нет, суды выигрываются в одну калитку. Но времени на бумажное творчество уходит прорва. Время строительства крупной на сотни мегаватт электростанции – это 4-5 лет. Если без природных катаклизмов, к которым явно пора отнести действия разлюбезного Центробанка. Графики аварийного отключения в объединенной энергосистеме Юга – лето минувшего года. Следующий сезон отпусков и жаркой погоды все ближе. Единственный новый объект генерации, введенный за пробежавшие месяцы, 110 мегаватт на ТЭЦ «Ударная». Есть гарантии того, что графики аварийного отключения, они же веерные отключения, не повторятся из-за жары, раз уж синоптики синоптят, что наступивший 25-й год ожидается аномально теплым. Есть гарантии того, что не повторятся отключения блоков действующих здесь электростанций, оснащенных оборудованием от Siemens и прочих General Electric, что из-за жары не повторится штиль, в результате чего обвиснут лопасти ветряков. То и другое при условии, что продолжается жилищное строительство, продолжает активно расти гостиничный бизнес и прочая индустрия досуга. Нет таких гарантий. Системный оператор разработал очередную схему и программу развития на период с 2025 по 2030 год. Министерство энергетики и правительство этот СИПР утвердило. Да, нарастание дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Юга выявлено. Планы ликвидации намечены. За пятилетку должны справиться. Количество малых энергоблоков в схеме и программе развития равно нулю. Россети активно против малой энергетики. Системный оператор просто игнорирует малую энергетику. Министерство энергетики, которого зовут в арбитры, ни на какие письма малых энергетиков не реагирует.
Потому я не удивляюсь тому, что, по мнению Минэнерго, общая установленная мощность малой распределенной генерации в России около 10 гигаватт. А по данным компаний, которые профессионально занимаются проектированием и установкой блок-станции, не менее 20 гигаватт. Расхождение в 2 раза. Потому системный оператор, составляя отчеты о работе энергосистемы, эту мелочевку просто не учитывает. Фиксируем. За пределами отчетов системного оператора двоеточие. Изолированные поселки, села Улусы крайнего севера, энергетические мощности изолированных вахтовых поселков на добычных проектах, распределенная малая генерация, электросети класса напряжения менее 110 киловольт. А микрогенерация, которая, к примеру, занимается ассоциацией «Зеленый киловатт», индивидуальное решение для частных домовладений во всех наших климатических зонах, вообще разговоров нет. Это приходится иметь в виду, когда мы анализируем ежегодные отчеты системного оператора, и уж тем более, когда свои отчеты публикует Росстат. Рейтинг по показателю километра электросетей класса 110 киловольт и выше на квадратный километр на 1 января 2025 года, основанный на отчетах системного оператора, выглядит следующим образом, если снизу вверх. Разница в электрической связанности крупных городов и промышленных объектов в Центральной России и в Южном регионе по сравнению со связанностью крупных городов и промышленных объектов Дальнего Востока 15,7 раз. Наглядно, не так ли? То, что у нас нет обобщенных данных по линиям электропередач более низкого напряжения, досадно. Но, с другой стороны, нервы крепче будут. Поскольку с учетом таких ЛЭП разница в уровне развития европейской и дальневосточной частей России окажется еще выше. И да, на всякий случай, административные реформы, в которые в состав Дальневосточного федерального округа были включены Забайкальский край и Республика Бурятия, для энергетиков ничего не изменило. Как входили оба два этих субъекта федерации в объединенную энергосистему России, так и входят. Да, еще этот показатель, протяженность высоковольтных линий электропередач на квадратный километр территории, хоть и косвенно, но отражает еще и уровень связанности между энергосистемами. Высоким он тоже не является, что становится очевидно при внимательном анализе все того же отчета системного оператора за 2024 год. Отчеты забилуют цифрами и числами, но за этой статистикой, за этой скукотой много всякого интересного. Вот данные по объединенной энергосистеме Юга, если не обращать внимания на показатель год к году. Потребление электроэнергии составило 136,5 миллиарда киловатт-часов. Производство электростанциями, работающими на территории объединенной энергосистемы Юга, 135,5 миллиарда киловатт-часов. Удобно считать. Общий переток из соседних объединенных энергосистем, центра и Средней Волги, за календарный год составил всего 1 миллиард киловатт-часов. Графики аварийного отключения 2 с лишним миллиона человек с перебоями, а от соседей 1 миллиард киловатт-часов за год или 0,74 от собственной выработки. Не выручили соседи в тяжелый момент. Просто факт, причины которого из отчета системного оператора не рассмотреть. Таких причин может быть только 2. Либо у соседей ситуация тоже была близка к критической, и поставлять было просто нечего. Или поставлять было чего, но не хватило возможности соединяющих соседей линий электропередач. Системный оператор комментариев не дает. Но лично мне кажется, что проблема именно в сетях, о которых уже и Министерство энергетики вслух произносит лапидарное: отрасль долгое время была недоинвестирована. В постсоветское время новых электростанций и новых блоков на электростанциях построено было действительно немало. Это правда. В 2016 году потребление электроэнергии в Российской Федерации превысило уровень потребления в РСФСР 1991 года. 1077,9 миллиарда киловатт-часов против 1073,8 миллиардов киловатт-часов. В том же 2016 году мы превзошли РСФСР и по объему производства электроэнергии. Не забываем про потери в сетях. Это разные числа, разные показатели потребления и производства. 1091 миллиард киловатт-часов против 1082,2 миллиардов киловатт-часов в 1990 году. 26 лет нам потребовалось, чтобы вернуться на прежний уровень развития, если мы смотрим на производство и потребление электроэнергии как на основной показатель для промышленности, транспорта и населения. Конечно, можно лезть еще глубже, оценить нашу с вами численность, пересчитать производство и потребление на душу населения, но я сейчас немного о другом. Надеюсь, что многие из вас, уважаемые зрители и слушатели, знаете, что такое КИУ – коэффициент использования установленной мощности. Если очень грубо, если ваш генератор из 100 часов без единой остановки проработал 100 часов, то его КИУМ составляет ровно 100%.
Если у вас ушло пару-тройку часов на долить топливо, каждые 10 часов движок нужно было глушить, потому что перегревался, еще пара-тройку часов ушла на сменить прокладки и так далее, то КИУМ получится куда как ниже. КИУМ в 100% в течение года – идеальная цель, добраться до которой в принципе невозможно. Даже у атомных электростанций он находится в пределах 85-95%. Высокий КИУМ – это, однако, не только качество работы вашего генератора, но и показатель качества работы сети. Даже когда в вашем доме столько электроэнергии не требовалось, вы успевали перебросить ее соседям. На снижение КИУМ влияет многое, но основное – исправное техническое состояние оборудования, качественное топливо и работа сети. Высчитать годовой КИУМ несложно. Вполне хватает знаний о правилах вычисления процентов. 4 класс советской средней школы. Сосчитать нужно, сколько процентов от теоретически максимально возможного удалось выработать генератору, электростанции, объединенной энергосистеме и так далее. Для вычисления требуется знание всего двух чисел – установленной мощности и объема выработки. Установленная мощность электростанции на территории РСФСР в 1990 году составляла 213,3 гигаватта. Вычисления показывают, что КИУМ энергосистемы в том году составлял 57,92%. Установленная мощность электростанции на территории России в 2016 году 267,6 гигаватта. И КИУМ нашего энергокомплекса в том году составил 46,54. Установленная мощность за 26 лет выросла на 54,3 гигаватта. Выработка поднялась всего на 8,8 миллиарда киловатт-часов. Самые старые электростанции вывели из эксплуатации, строили абсолютно новые мощности, а коэффициент использования уполз вниз на 11,4%. Строительство новых энергомощностей, модернизация старых, вывод на пенсию самых заслуженных ветеранов отрасли продолжался без остановки. С 2016 года миновало еще 8 лет. На столе отчет системного оператора за 2024 год. Установленная мощность единой энергосистемы России составила уже 263,7 гигаватта. Все наши электростанции выработали 1180,7 миллиарда киловатт-часов. То есть КИУМ за прошлый год составил 51,11%. 8 лет работы электроэнергетического комплекса, и КИУМ прибавил 4,57%. До показателя советских времен остается одолеть еще 6,81%. В том же темпе это еще лет 12. На день сегодняшний системный оператор еще не опубликовал данные по работе каждой отдельной объединенной энергосистемы. Но даже грубая оценка по показателям установленной мощности к объемам потребления показывает, что КИУМ в объединенной энергосистеме Востока чуть ниже среднего по России – 49%. А вот у тех самых технологически изолированных территориальных энергосистем ситуация еще более невеселая. Там коэффициент использования установленной мощности чуть превышает 34%. Этот самый коэффициент использования установленной мощности для объединенной энергосистемы Юга не дотягивает до 36%. Хотя у ближайшей соседки объединенной энергосистемы Центра КИУМ наиболее высокий – 59,6%. Разница колоссальная. Но ведь причины-то лежат на поверхности, господа планировщики. Доля в общей установленной мощности по атомным электростанциям у этих соседей выглядит следующим образом. У атомной генерации 25,7% в объединенной энергосистеме Центра и 23,1% в объединенной энергосистеме Юга. То есть разница незначительна. По гидроэнергетике явно перевес у Юга. С географией не поспоришь, тут рек больше. Поэтому доля ГЭС для Центра 3,6%, а для Юга 14,9%. Но ГЭС – это полугодовые колебания объемов выработки, поскольку в зимний период нужно наращивать запасы воды в водохранилищах. Четырехкратное преимущество по гидроэлектростанциям – это не самый тонкий намек на то, что о безопасности и надежности обеспечения электроэнергии в объединенной энергосистеме Юга нужно следить повнимательнее. Это простая логика, не требующая профессиональных знаний. Но доля установленной мощности тепловой генерации в объединенной энергосистеме Центра 70,7%, а в объединенной энергосистеме Юга 49,7%. Зато доля солнечной и ветровой энергетики по установленной мощности в объединенной энергосистеме Центра – 0, а в объединенной энергосистеме Юга – 12,2%. Вот и весь фокус. Вместо того, чтобы подстраховать гидрогенерацию, не зависящую от климата угольной и газовой, в объединенной энергосистеме Юга за последние годы ввели в эксплуатацию 3,5 гигаватт ветроэлектростанций и 1,7 гигаватт электростанций солнечных.
Статистика получилась блистательной. Что-то вроде в энергодефицитной объединенной энергосистеме Юга за последнее время введено более 5 гигаватт зеленой генерации. Россия сделала широкий шаг в своем стремлении идти нога в ногу с передовыми странами Европы и Северной Америки. Начала борьбу с гигантским ростом глобальной температуры, победила углекислый газ. Европа проторила нам дорогу, потому вперед, задрав портки, закатав рукава и волосы назад. Размаха, шаги, сожжения, не останавливаемся, каждой бабе по панели, каждому мужику по ветряку. 2 недели, 2 миллиона человек без света, так это, надо больше ветряков. Ладно, теперь без эмоций. Строительство солнечных и ветровых электростанций на юге массово началось до того, как системный оператор получил полномочия отключать их в случае перепроизводства электроэнергии. До того, как системный оператор получил полномочия на разработку схемы программы развития. До того, как инвесторам была вменена обязанность согласовывать с системным оператором свои проекты по местам их размещения с правом вето у системного оператора. Летом этого года мы наблюдали в сети эффекты, которые уже изучают на одичавшем Западе, о чем наш системный оператор и предупреждал. При температуре воздуха по 40 градусов скорость ветра падает до штиля. Проверьте в базе данных Гизметео. 2 недели он фиксировал на нашем юге скорость ветра 2 метра в секунду, то есть 120 метров в минуту, то есть 7 километров в час. При таких температурах еще и КПД солнечных панелей улетает вниз на 25%. А в комплекте с авариями на южных тепловых электростанциях последней каплей стала суточная остановка одного из реакторов Ростовской атомной электростанции. Все. Дальше график аварийных отключений, которые мы и наблюдали. Электроэнергетика не терпит расслабленности и отчетов ради галочки. 3 ее постулата известны уже более 100 лет. Обеспеченность энергоресурсами, надежность и безопасность. Шаг в сторону – веер. С этой точки зрения и нужно смотреть на необходимость развития электроэнергетики Дальнего Востока, где рост энергодефицита можно видеть с ювелирной точностью. Снижение каждого мегаватт-часа электроэнергии на экспорт – это рост на тот же мегаватт-час внутреннего спроса. За 2 последних года поставки электроэнергии в Китай с 3,5 миллиардов киловатт-часов ушли вниз до 700 миллионов киловатт-часов, то есть снизились в 5 раз. Эта разница, 2,8 миллиарда киловатт-часов в год, и есть рост спроса, с темпами которого не справляются новые электростанции и модернизируемые старые энергоблоки. С одной стороны, это просто здорово, поскольку получается, что нашинские и импортные буржуи поверили, наконец, что Министерство развития Дальнего Восточного федерального округа и Арктики не врет про потенциал и инвестиционный климат региона. Проекты пошли один за другим. Газовый кластер в Амурской области, добычные проекты там же, электрификация железных дорог, добычные проекты в Хабаровском и Приморском краях, заводящие удобрения в Находке, судостроительный комплекс в Большом Камне. И есть сильное подозрение, что и авиационные заводы здесь нагрузку тоже увеличили. Перегрузочные мощности портов растут и растут. Но есть и другая страна. Миндаль, Минтранс и Минэнерго не смогли выстроить межведомственное сотрудничество. Опять у нас лебедь раком щуку, простите за французский. Времени на то, чтобы выстроить баланс интересов, то есть разработать план комплексного решения проблемы развития, пусть не всего административно определяемого Дальневосточного федерального округа в составе 13 субъектов, а хотя бы Преамурья, то есть Приморского и Хабаровского краев и Амурской и Еврейской автономной областей, в обрез. Эти 4 субъекта, собственно говоря, и есть наша прямая граница с регионом Юго-Восточной Азии, самым быстро развивающимся на планете. Извините за повторение очевидного. Преамурье, если угодно, зона притяжения для всех остальных субъектов ДФО. Не будет порядка здесь, не получится и все остальное, поскольку точка опоры, фундамент, должен быть максимально надежным. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о том, что северные районы Дальневосточного федерального округа – это Арктика, вдоль берегов которой идет наш Северный морской путь. СМП – транспортная артерия, которая должна позволить Дальневосточному федеральному округу выстраивать транспортное плечо к прочим материкам. Понимают ли это наши руководители? Однозначного ответа, как ни удивительно, дать невозможно. На Восточном экономическом форуме президент государства дал поручение нашему многоуважаемому правительству разработать программу развития энергетики Дальнего Востока на период до 2050 года. Именно так, индивидуальную, дальневосточную, не внутри энергостратегии для всей России, а отдельную. Логика, на мой взгляд, совершенно понятна. И сегодня я постарался дать общий обзор отличий объединенной энергосистемы Востока от единой энергосистемы России. Именно обзор. Подробности, разумеется, намного больше. Вот текст поручения президента. Процитирую, поскольку страна ведь должна знать своих героев.
Правительству Российской Федерации разработать совместно с системным оператором, ассоциациями НП «Совет рынка» и Совет производителей энергии, Росатомом, Росгидро, Общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей», госкорпорации ВЭП РФ и утвердить программу развития электроэнергии на территории ДФО на период до 2050 года, направленную на раскрытие экономического потенциала субъектов Федерации, входящих в его состав, предусмотрев использование механизма проектного финансирования для создания энергетической инфраструктуры, а также обеспечить реализацию этой программы. Доклад до 1 июля 2024 года. Далее один раз в год. Ответственное, двоеточие, Мишустин МВ, запятая, Апачи ФЮ, запятая, Быстров МС, запятая, Вологжанин ДЕ, Лихачев АЕ, Хмарин ВВ, Шохин АН, Шувалов ИИ. 11 ноября 2023 года, поручение ПР 2246, пункт 2. Цитирую, поскольку поручение не выполнено. Цитирую, поскольку вполне традиционно никто из поименованных никакой ответственности не понес. И раз уж пошла такая пьянка, процитирую еще и слова Владимира Путина, сказанные им 4 сентября 2024 года в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО. Напомню, что по итогам прошлогоднего Восточного экономического форума было дано поручение подготовить долгосрочную программу развития электроэнергетики ДФО, рассчитанную до 2050 года. Этот документ должен быть утвержден правительством до 1 декабря текущего года. Времени осталось не так много. Сегодня жду докладов о том, как продвигается работа по этим направлениям. На дворе у нас февраль 2025 года. И мне кажется, что есть резон обсудить происходящее. Да, если кто не понял, как не было у нас программы развития электроэнергетики на территории Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года, так и нет ее.